Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам представить вот такой красивый изящный топ, который я буду предлагать вязать из шелковой пряжи. Я думаю, что и здесь тоже с какой-то вискозой использовалась пряжа, то есть это необычная хлопковая нить, она идет с небольшим блеском. Вот я приближаю вам узорчик, да, узор очень простой, в принципе, знаете, такой незамысловатый, часто встречается. Много видела всяких моделей этим узорчиком связанной, как джемперов, так и топиков. Палантин еще я видела из такого узора вяжет, таким узором вяжет. В общем, довольно интересная модель. К тому же вот пряжа здесь как бы обыгрывает, играет существенную роль, я бы сказала, главную роль, все-таки вот именно ее шелковистость. Смотрите, здесь у нас будут такие небольшие разрезы, планируются, в описании будут участвовать. Резинку я предполагаю 1 на 1, хотя здесь есть своеобразная такая резиночка. Это вообще бразильская моделька. Я уже сталкивалась с такими моделями и с такой резиночкой. У меня есть на канале джемпер один, тоже бразильский. Вот. Ну вот бразильские мастерицы нас порадовали вот такой интересной моделью, да. То есть я считаю, что на лето прям супер красиво будет смотреться, под брючки, вообще просто под шортики, вообще супер-супер. Не жарко, натуральное волокно используется, хлопок и вискоза. Вот, поэтому моделька заслуживает внимания, вяжется легко, на круговых спицах будем вязать. То есть здесь минимум швов, да. Так, давайте с вами рассмотрим пряжу, которую я подобрала. Пряжа хорошего качества, нежная, волнующая такая, блестит и такого цвета золотистого. Красивая пряжа, давайте посмотрим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Yarnart Стуле. Смотрите, у нас состав 67% катон, 33 вискоза, 50 грамм, 185 метров. Хорошего качества турецкая пряжа, 654 цвет. И, в общем, тут вот такие идут рекомендации. Шелковистая, необычайной красоты пряжа. Я вязала спицами 3 троечка. И, в общем, вот так у нас выглядит узорчик. Смотрите. Очень-очень красиво и волнующий такой, знаете, блеск. Не знаю, передает ли камера этот блеск. Если я вот сейчас на солнце вынесу, наверное, заблестит. Ниточка, да, посмотрите, вот я вам показываю эту ниточку. Видите, какого хорошего она качества. Скруточка такая. Единственное, только, конечно, скользкая. Я бы начинающим не рекомендовала с ней связываться, потому что все-таки здесь нужен глаз да глаз, чтобы узорчик у нас, петельки не убежали, да. То есть опыт нужен все-таки. Ну и что еще я хочу вам сказать. Мне понравилось вязать этот узор. Он такой простой. Я даже перестала в схему заглядывать, когда вязала. Уже второй раппорт в высоту. Здесь у нас в узоре сейчас участвует 4 раппорта в ширину. И, в общем-то, 3 раппорта в высоту связан образец. Вот так он выглядит. И, конечно же, пряжа у нас имеет шелковистый, характерно шелковистый блеск. Изумительная, нежная, приятная к телу и, в общем-то, только радует. Натуральный состав, вот этот компонент
этой пряжи говорит о многом, что это на лето будет не только изумительно красиво смотреться и блестеть на солнышке, да, но еще будет к телу приятное натуральное волокно. Давайте посмотрим схему узорчика. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт я выделила красным, видите, выделен в правой части. 8 петель в ширину и 16 рядов в высоту у нас составляет этот раппорт. Вы можете, конечно, связать вот эти вот ряды дополнительные. 4 ряда идут, видите. Я их проигнорировала и сразу начала вязать раппорт, девочки. Вот. Я считаю, что, ну, в принципе, не вижу в них смысла, в этих рядах дополнительных. Будем просто чередовать раппорты и все. И резинка там тоже особым образом связана. Даже не буду вам показывать эту схему. Замысловатая эта резинка, не впечатляет она меня. Так, давайте дальше посмотрим выкройка. Выкройка у нас тоже с этого сайта. Вот так она у нас выглядит, посмотрите. Размеров здесь минимум. Но я сегодня в своем объяснении здесь вам поставлю все, в принципе, мерки, средние такие статистические. И будем мы с вами составлять описание для 5 размеров. 44, 46, 48, 50, 52 размерчик. Вот у нас сегодня в описании участвовать. Так, ну, элементарно здесь, в принципе, все вяжется, да, даже у нас пройма квадратная, и вырез горловины здесь, видите, тоже квадратный. В общем, все по-простому, абсолютно, прям бери спицы, вяжи элементарно. Сами поймете, когда будем с вами расчеты делать по этой выкройке. У нас есть вот такое описание, которое мы составляем вместе с вами, вяжем под камерой. И, в общем, я вам рассказываю, как с помощью выкройки и плотности составить вот такое описание, то есть инструкцию по вязанию. Смотрите, размеры я уже вам назвала, не буду повторяться, да. Ой, это у нас ушло все. Дальше у нас, значит, пряжа. Вы видели состав этой пряжи, вы видели, сколько метраж этой пряжи. И я вам скажу расход. Приблизительно 350, ну, в общем-то, на самый большой размер 450 грамм. Спицы используем номер 3. И круговые номер 3 тоже. Плотность вязания мы с вами определяем в процессе вязания, когда я вам покажу, как мы делаем влажную тепловую обработку и расчеты этой плотности. Здесь участвует по горизонтальной плотности и вертикальная плотность. Описание вязания подробно тоже мы с вами там рассмотрим, как это все дело распределить, наши узоры, наши раппорты, да, и последовательность действий при вязании попетельно, заостряя внимание на вертикальной плотности, что ее не надо игнорировать и надо ее применять, чтобы изделие не вытянулось. Да? Так, ну и в общем про обвязку говорю, что мы будем, скорее всего, я рекомендую обвязать горловину и пройму крючком, одним рядом столбиков без накида. Но на модельке я посмотрела, там связано спицами, обвязочка идет, пару рядочков. Вот. Ну, в общем, на ваше желание, это как хотите, можете обработать вот вырез горловины и линию проймы, да. Описание будет под видео, так что попользуйтесь в свое удовольствие, все в свободном доступе, все абсолютно бесплатно. А сейчас давайте, мои хорошие, с вами приступим к вязанию образца. Вот такая схема, девочки, будет нами с вами использоваться сегодня для вязания образца. Это 8 петелечек ширина раппорта и 16 рядов высота раппорта. И я набрала 35 петель. У меня будет 4 раппорта по 8 петель. Одна петля для симметрии с левой стороны добавляется, изнаночная, и 2 кромочные, 35 петель. Смотрите, как я уже связала 2 раппорта в высоту.
Вот так смотрится наш шикарный шелк с вами. Его еще отпарить, и будет вообще что-то запредельно прекрасное. Так, ну и давайте с вами начнем первый ряд вязать. Первый кромочный мы снимаем и вяжем. Первая петля у нас лицевая, вторая петля лицевая, затем у нас идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому петельки вот так меняю местами. Вторая у меня поверх первой накидывается. Связали. Далее вяжем опять накид и лицевая. Это был наш первый раппорт. Давайте я покажу, как ко второму перейти. Может быть, у кого-то это вызовет затруднение. Повторяем раппорт, девочки. Значит, смотрите, опять идет лицевая, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Аккуратно меняем петельки местами, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали второй раппорт, ну и продолжаем далее. В конце ряда вяжем для симметрии 1 лицевую. Второй ряд и все последующие четные ряды, которые будут являться у нас изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли. То есть получается, они у нас все изнаночные, девочки, в том числе и накиды мы вяжем вот так изнаночной петелькой. Я хочу сказать, что потом у нас там будут еще появляться лицевые петельки в изнаночном. То есть мы будем вязать тогда не все изнаночные, а вот конкретно этот второй ряд изнаночный, да, а как смотрят петли, буду я вам так говорить. Накиды провязываем все равно изнаночными. Продолжаем вязать до конца ряда. У нас с вами третий ряд. Вяжем. Первая петля будет у нас кромочно сняли, да, первая петля в раппорте это изнаночная. Затем вяжем 2 лицевые. 1, 2. Делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами. У меня первая петля за работой, вторая перед работой. Вот так поменяла я их местами и 3 вместе лицевой провязала. Делаем накид, 2 лицевые вяжем. Это был у нас первый раппорт узора. Переходим ко второму. Опять вяжем изнаночная, 2 лицевые. 1, 2, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первую и вторую петельки местами, 3 вместе лицевой провязываю. Опять накид, 2 лицевые. И так далее продолжаем до конца ряда. Пятый ряд у нас с вами. Вяжем. Первый у нас идет кромочный, снимаем. Затем раппорт вяжем изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, по центру лицевая, снова накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну и следом идет второй раппорт, сразу же опять идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, по центру лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали второй раппорт и так далее до конца ряда. Вяжем. В конце не забываем, что у нас для симметрии 1 изнаночная. Седьмой ряд у нас с вами. Вяжем. Кромочную снимаем. Первая петля идет изнаночная. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем лицевая, накид, по центру лицевая, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. Повторяем его же изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид,
по центру лицевая, накид, опять лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И смотрите, девочки, какая тут закономерность. Все, раппорт связали. Дальше, смотрите, то есть, если внимательно посмотрите на схему, 5, 7, 9, 11 и 13 ряды вяжутся совершенно одинаково. Можно даже не показывать. То есть, еще раз повторяю, 5, 7, 9, 11, 13 ряды вяжутся совершенно одинаково. Поэтому давайте с вами встретимся в 15 ряду. Так, и не забываем, что изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. И у нас с вами 15 ряд. Мы вяжем с вами следующим образом. Идет у нас опять лицевая по схеме, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, опять 2 вместе лицевой с наклоном, теперь только вправо, накид, раппорт связали, повторяем раппорт, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и далее повтор раппорта. Итак, девочки, вяжем самостоятельно до конца ряда. 16 ряд провязываем все петли изнаночные у нас, и собственно с вами мы делать влажно-тепловую обработку образца, чтобы рассчитать плотность. Горячим паром, девочки, я вот так на наш образец воздействую, да, растягиваю его в разные стороны. Он становится у нас влажный, такой податливый. Давайте его потянем энергично в разные стороны. Края тоже надо обязательно вот так немножечко подправить. Так, все. Пусть сохнет. Итак, смотрите, измеряем ширину образца. В моем случае это 18,5 сантиметров. И у нас с вами 35 петель участвует в наборе. Я 35 делю на 18,5. Получаю 1,89. То есть это 1,9. Я запишу, что в 1 сантиметре 1,9 петель. Вот таким образом распределился у нас с вами показатель плотности. Давайте теперь по вертикали измерим также длину нашего связанного образца. У меня 19 сантиметров. И здесь связано у меня 3 раппорта. 3 раппорта по 16 петель. 16 умножить на 3, это будет 48 рядов. И 48 рядов, еще раз давайте померяем, 48 мы поделим на 19 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 2,5. Запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда. Сейчас эти цифры нам понадобятся для дальнейших расчетов. Смотрим выкройку. Итак, мои хорошие, вот такая выкройка у нас будет с вами сегодня в работе использоваться. Смотрите, я уже точно знаю, несмотря на то, что здесь практически отсутствуют размеры, я их уже проставила. И будет у нас сегодня описание составляться для 44-46 размера. Затем идет 48-50 размер. И будет 52 размер с шириной спинки 59 сантиметров. Здесь
на второй размерчик 55 у нас ширина спинки, и на 44-46 у нас получается 50,5 сантиметров. Вот эти все сантиметрики у нас стоят внизу по спинке и ну вот спинка и перед, они одинаково различаются вырезом, глубиной выреза горловины. Скорее всего, по спинке я вообще составлю описание, но здесь даже этот вырез можно в едином ряду закрыть, да, то есть здесь такой небольшой, он можно просто сразу и плечи на одном уровне с вырезом горловины закрыть петли. Итак, давайте с вами посчитаем, сколько петелечек у нас с вами придется на спинку и перед. 50,5 сантиметров умножить на плотность 1,9 мы получаем с вами 96 петель. Записали. Второй размер у нас с вами идет. Значит, ширина у нас 55 сантиметров умножить на 1,9. Это будет 104 петли. Будет у нас четное число использоваться. Так, и дальше идет у нас третий размер 52 с шириной спинки 59 сантиметров. Умножаем на плотность 1,9, получаем 112 петелек. Так, хорошо. Теперь все эти петельки нам надо с вами посмотреть, сколько раппортов будет в этих петельках. Нам надо, чтобы было целое число раппортов. В раппорте у нас 8 петель в ширину, поэтому мы с вами делим все наши петельки расчетные на число 8. 96 петель для первого размера делим на 8, получаем 12 раппортов. Второй размер идет 104 петли делим на 8, получаем 13 раппортов. И 112 петель делим на 8, получаем 14 раппортов. Вы поняли, да? 14 раппортов по 8 петель. Так, и смотрите, здесь у нас идут небольшие разрезики, вы видели у модельки, да, сбоку, где резиночка у нас. Резиночку я предлагаю вязать 1 на 1. Вот, и здесь вот эти разрезики. А затем наше полотно спинки и переда мы на круговые спицы объединяем и вяжем единым полотном по кругу. Вот. И здесь хочу вам заострить внимание, что значит, количество петель у нас будет с вами складываться, да, то есть 96 умножить на 2, 104 умножить на 2 и 112 умножить тоже на 2. И в итоге будет у нас, значит, здесь уже 24 раппорта, во втором размере у нас будет 26 раппортов участвовать, и в третьем размере у нас будет участвовать 28, получается, раппортов, но 14 на 2. Так, отлично. Вот мы вяжем, и у линии проймы, где у нас пройма начинается, опять разделяем полотно наше на отдельно будем вязать перед, отдельно спинку. Вот. У проймы будем закрывать по 6 петелек. Небольшая будет такая неглубокая пройма. Одним прям махом, видите, она квадратная здесь. Автор так считает, что у нас, кстати, вырез горловины тоже будет единым рядом закрываться, без вот этих скруглений нам привычных, которые мы обычно всегда делаем. Так, ну, собственно, давайте еще определим, сколько на вырез горловины. Вот я определила, это 19 сантиметров. 19 сантиметров, да, 19 мы умножим на плотность 1,9, 36. Ну, давайте, я вот взяла, наверное, все-таки 20 сантиметров, 38 петель я решила, что у нас будет вырез горловины. То есть тут все-таки больше 20 петель, 20 сантиметров, 38 петель пусть будет, девочек, побольше. Все-таки у нас тут не маленький размер, 42 даже нет. Так, и все, что остается петли плеч, и мы их тоже должны рассчитать. Как это сделать? Из общего числа петель мы вычтем с вами вырез горловины и вычтем пройму. Считаем. 96 петель первый размер. У нас идет вырез горловины 38 петель и 2 проймы по 6 петель, то есть 12. Получаем у переда
ну вообще просто 46 петель на плечи делим на 2, на каждое плечо 23 петли. Аналогично я поступила с другими размерами, девочки. То есть 104 я отняла 38 горловину и 12 пройма петель. Получилось 54 поделим на 2 плеча. На каждое плечо 27 петель. Отлично, да? И третий размер у меня получилось 31 петля. То же самое я посчитала. Так, теперь давайте посмотрим с вами на высоту. Наши размеры высоту идут. Ну, общая длина изделия, по мнению автора, должна быть 60 сантиметров. Эту величину вы можете под себя откорректировать, девочки, потому что у нас рост у всех разный. Кто-то, может быть, тунику захочет, кто-то укороченный топик, да, поэтому эту величину я буду писать в своем описании, но вы, конечно же, можете ее откорректировать. И здесь я хотела заострить внимание на вертикальной плотности. Мы ее с вами считали в 1 сантиметре 2,5 ряда, получается, да? Поэтому все величины, которые у нас будут идти по вертикали, я перевожу в ряды. Почему? Чтобы после стирки наше изделие не вытянулось, не стало очень длинным, да? Поэтому обязательно необходимо вот эту плотность предварительно считать. И давайте с вами сейчас это я продемонстрирую. Вот смотрите, у нас будет планка резинка 1 на 1 вязаться, и ее высота будет 8 сантиметров. И затем начинается вязаться, вяжем ажуром нашим по схеме. И здесь вот у нас идут величины от планки, вот отсюда, до проймы. Предположим, вот у меня написана величина 34 сантиметра на первый размер. 34 сантиметра я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,5. Получаю 85 рядов. Да? Ну, обычно пишут четное число 86 рядов. Так, второй размер вот у нас тоже идет 33 сантиметра умножить на 2,5. Это будет 82 ряда. То есть вот таким образом, девочки, вы должны руководствоваться при вязании. Вот вы вяжете, связали вы планку 8 сантиметров, перешли на ажурный узор, и ажурный узор не сантиметрами измеряете, да, от планки, а именно рядами. 86 рядов вы будете вязать ажурным узором. То есть не 34 сантиметра, а 86 рядов. Именно это должна быть у вас величина. Очень легко здесь регулировать в рапортах. 86, давайте поделим, у нас 16 рядов в рапорте. Да? 86 делим на 16. Получаем, смотрите, 5 целых рапортов. Да? 5 на 16, это будет 80 рядов. Да? И плюс еще получается 6 рядов по схеме. Вот. Свяжете еще, и все. И тогда начнете закрывать петли проймы. То есть вот вам знак, да, на какой высоте вам начать это действие делать. То есть рапортами очень удобно регулировать, чтобы в рядах не запутаться. Вот такую фишку придумали рапортами, это очень удобнее. Так, ну и далее, что еще здесь про вертикальную плотность? Ну, 60 сантиметров тоже легко перевести. 60 сантиметров общая длина умножить на вертикальную плотность 2,5, это будет 150 рядов, девочки. Вот таким образом тоже свое изделие подгоняйте, когда будете вязать. То есть 150 рядов, также в рапорты переведите, 150 поделим на 16 рядов в рапорте, получаем 9 рапортов полных, будет у вас изделие, 9 умножить на 16, это 144 ряда, и еще 6 рядов вы свяжете по схеме также, еще 6 рядов. Вот видите, как легко с помощью рапортов все это дело регулировать. Так. Собственно, потом вам останется, после того, как все это свяжется, плечи сшить, да, и обвязать вырез горловиной. Я предлагаю крючком. Крючком, ну или на круговых спицах, там несколько рядов любым
резиночкой 1 на 1, платочной вязкой, изнаночными петельками. Любой, какой вам угодно вариант, пожалуйста, делайте. То же самое касается проймы. Либо берем обвязку спицами, либо одним рядом столбиков без накида крючком. Так что, пожалуйста, на ваш выбор. Я желаю вам удачи. Думаю, что я довольно подробно все вам рассказала, как этот расчет осуществить с использованием выкройки и плотности. Да? Особенно это будет интересно для девочек, которые еще мало опыта имеют в вязании. Ну, конечно, для продвинутых вязальщиц мой расчет, возможно, и лишний, не нужен он им, они и сами посчитают, да. Ну, а вот для девочек с такого еще не очень большого опыта, я думаю, что это будет очень важный и неоценимый урок вязания. До новых встреч, мои хорошие, и удачных вам легких петелек.